Всем добрый день! Вы на канале Вязание от Ангелины Озимок на Яндекс.Дзен. Также ролики можно посмотреть на Рутюбе и Телеграм-канале. Если ролики не очень длинные, то на Телеграм тоже закачивается. Фотографии можно посмотреть ВКонтакте, в Одноклассниках. Я думаю, что вы это уже знаете. Сегодня предлагаю посмотреть, как вяжется обвязка. Простенько, буквально пару рядочков я хочу. Именно самое главное, что как начинать вязать обвязку. Сам ананасик мы уже вязали. Я его просто-напросто провязала, не сильно показывая, да, потому что мы вязали в первой части. Хотела показать, как начинать вязать и как заканчивать. У нас с вами есть уже готовый платок. Теперь будем вязать оплечья, красоту, которая будет ложиться на плечах. Мы начинаем вязать наши веерочки. В каждый веерок наша задача провязать 3 столбика, 2 воздушные петли, 9 столбиков, 2 воздушные петли и 3 столбика. И соединяем их без воздушной петли, без ничего. Вот я обвязку завершила. И в самый центр, так, еще разочек смотрим, что мы делаем, не в самый центр, а в столбик. Те столбики, которые у нас есть, 1 столбик, 2, 3 столбика, 2 воздушные петельки и в центр 9 столбиков. Мы с вами вязали уже таким образом ананасы. Прекрасно все знаем. 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2 воздушные петельки. И там, где 3 столбика, вяжем 3 столбика. Вот и все. Произойдет небольшое расширение, но для плечей, это как раз для оплечья, это будет то, что необходимо. Вот такая красота у нас начнется. И сразу же без воздушной петли мы опять начинаем вязать точно такой же узор на следующем веерочке. Вот задача первого ряда такова. Решила внести небольшие изменения. У меня есть схема большие ананасы, есть маленькая. Я решила переделать на маленькую схему без таких больших расширений. Маленькая схема точно такая, как мы вязали в самом начале. Она состоит из, также мы вяжем 3 столбика, но в центре не 9, а 6, всего-навсего 6. Вот такие изменения. И связала второй ряд. Как второй ряд отличается от первого? Мы провязывали 3 столбика, 2 воздушные петли, 6 столбиков, 2 воздушные петли, 6. Второй ряд вяжем то же самое, только столбик, воздушная петля. Вот. Идем дальше. Начинаем ввязывание ананаса. 2 воздушные петли подъема, разворачиваем вязание. 3 столбика, которые у нас есть, мы их так и вяжем. Они у нас вообще будут неизменными. Теперь 4, 1, 2, 3, 4 воздушные петельки. И между первым и вторым столбиком соединительный столбик. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Это мы вяжем ананас. 1, 2, 3. И 1, 2, 3. Вот. У нас получилось 1, 2, 3, 4 ячейки только лишь. 1, 2, 3, 4. 4 воздушные петли и 3 столбика наши провязываем. И провязываем 2 воздушные петельки. 1, 2, у меня была 1 петля. И второй узор, второй ананас вяжем точно так же, как он у нас и был. 1, 2, 3, 4 воздушные петельки. Между первым и вторым столбиком соединительная петля. Еще один рядок провязанный. Все достаточно просто, все понятно. 4 получилось у нас арочки, 3 столбика, 3 столбика.
1, 2. Небольшие изменения. Мы их уже с вами вязали. Вообще я хочу сказать, что вот такой обвязкой можно обвязать любое вязаное изделие, платье, кофточку, и будет красиво смотреться. То есть в самом начале, да, смотрите, что мы делаем. Просто-напросто у нас идут веерочки, и от веерочков идет красивый узор ананас. Можно на любую вязаную поверхность перенести эту обвязку, и она у вас будет. Вяжем 1, 2, 3, 4. Ближайшее колечко. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Вот у нас получается 3 колечка. 1, 2, 3, 4 и 3 столбика. Это наш ананас, наш основной узор. Классика жанра, всегда красиво смотрится. Вот она. Между узорчиками вяжем 2 воздушные петельки, делаем такое расширение, столбик с накидом и 2 воздушные петельки. И потом продолжаем вязание. Делаем небольшое расширение узора. Вот. Небольшая волна у нас уже есть, но, во-первых, это обвязка. Во-вторых, плечи у нас всегда шире, чем голова, и поэтому это же у нас плечи. Последнее это выглядит таким образом, что вот мы, смотрите, провязали, и теперь начинаем между. Ананасы у нас сокращаются, а между вяжутся филейные квадратики. И в этом ряду у нас будет 1, 2, 2 клеточки. В следующем у нас будет 3 клеточки, 4 и 5. Точно так же, как мы с вами вязали в самом начале вязания. Вспоминайте, все это у нас уже было, мы все это проходили. Вот наши первые ананасы, и мы вот эту сеточку уже вязали. То есть сам узор уменьшается, а филейных квадратиков становится все больше. Как мы увеличиваем филейные квадратики, сам ананас у нас уменьшается. Уже получилось 2 ячейки, 3 столбика провязали, 2 воздушные петли, и между столбиком первым и между 3 столбиками мы вяжем столбик. 2 воздушные петельки, между столбиком столбик, 2 воздушные петельки и продолжаем 3 столбика. То есть вот так вот мы будем увеличивать в каждом ряду. Где моя ниточка? Вот. Ананас уменьшается, а пространство между увеличивается за счет филейных квадратиков. В следующем ряду, смотрите, мы вяжем в это пространство столбик, сюда и сюда. И у нас будет уже не 3, а 4. И потом 5. А ананасик уменьшается. Очень подробно, как вязать сам ананас, я показывала в первой части. Там полностью каждый рядочек я вязала. Поэтому 1, 2. Филейную сеточку хотела показать. Филейная сеточка и завершение ананаса. То есть мы вот у нас здесь уже ананас сам закончился. 4 воздушные петли в центр, 4 воздушные петли. И вот на таком этапе, да, то есть мы также провязываем 3 столбика, 2 воздушные петли, то есть мы соединяем наш узор. День назад вышла первая часть платка для храма, и полностью, очень-очень подробно все там есть. Поэтому хотела показать еще следующий ряд, когда уже мы связали все, и как вязать ровное полотно. Получается наш последний ананас и завершающие вообще все столбики мы вяжем не вот за цепочку, как все наши ананасы, а самые последние столбики мы вяжем просто за столбики ровненько.
Это уже у нас планочка идет. Поэтому мы так и вяжем. 2 воздушные петельки и завершающие. Все, теперь наша задача 2 воздушные петли. Разворачиваем вязание. Также мы планочку нашу вяжем, как без нее. Две воздушные петли. И просто-напросто наша задача провязать филейные квадратики, как вот мы с вами идем. 2 воздушные петли и столбик с накидом. 2 воздушные петли и в филейную клеточку столбик с накидом. То есть вот такое незатейливое завершение. Вот оно у нас. Хотела показать этот момент. И хотела показать момент. Вот наши ананасы. Мы просто-напросто провязываем столбик. Вот он у нас. Все. Теперь просто ровным полотном вот такими же филейными квадратиками. На ту длину, которая вам нравится. А возможно и все, и как бы, может быть, и не нужно больше вязать. Вот мы узор связали. От завязочек у меня получилось вот такое расстояние о плечи, да? Как мы с вами решали, нужно замерить 15-17 сантиметров. Я считаю, вполне достаточно для нашего платка. И получается небольшая волна, но с другой стороны, почему нет? Это тоже красиво смотрится. Пусть она у нас будет, пусть она у нас остается. Я считаю, это красивое завершение. Хотите связать еще больше, тоже можно связать. Вот. Огромное спасибо всем, кто досмотрел ролик до конца. Надеюсь, видео было полезным. Я думаю, что такую обвязочку можно применить в любом вязаном изделии. Связать ананасы, такие небольшие, мелкие, они пригодятся и красиво будут смотреться на любом изделии. Подписывайтесь на Яндекс.Дзен, на Рутюб, Телеграм-канал, Одноклассники и Контакт. Будем вязать дальше красоту. До новых встреч!